Всем привет, с вами канал Mobily S, и сегодня я буду представлять вам обзор компьютерной игровой мышки Oclick 815G Inferno. Сегодня рассмотрим эту мышь подробнее, я вам расскажу свое впечатление об этой мышке и узнаем, на самом деле она игровая или это просто какая-то реплика. Такая коробка у этой мышки зеленого цвета. Она практически вся в зеленом цвете. Ну вот здесь красный есть. Здесь тоже текст напечатан. И дата производства. Так можно открыть коробку. И тоже здесь посмотреть. Вот кому интересно, можете посмотреть. Я вам просто показываю. Теперь давайте ее открывать. Открываем. Уже показывается зеленый провод у этой мышки. Ну, на самом деле упаковка довольно дешевая. Вот так. Вытаскиваем нашу мышку. Вот она. Вон, посмотрите, какая дешевая упаковка. Вот здесь зеленая, а здесь нет. Вот сама мышь. Я ее покупал в розничном магазине, и она стоила 610 рублей. Можно считать то, что это простая мышка. Можно считать то, что это просто дешевая мышка. Потому что это так оно и есть. Сейчас я начну рассказывать об этой мышке. Самые основные кнопки — это левый клик и правый. Сама мышка, она удобно сидит в руке. Здесь есть кнопки. Левый клик, правый, как я уже говорил. Здесь еще есть forward и back. Это для того, чтобы переключаться между страницами в браузере. Или можно на эти кнопки забиндить какие-нибудь клавиши. Например, в компьютерных играх можно такое сделать. Я проверял, такое работает. Также здесь есть кнопка CPI. Эта кнопка меняет разрешение оптического сенсора. Да, в игровой мышке стоит оптический сенсор, как-то странно, не правда ли? В общем, эта кнопка меняет чувствительность сенсора. Вот здесь колесико есть, скролл. Все как обычно. Здесь тоже. Здесь ножки. И, кстати говоря, некоторые ножки здесь криво приклеены. Вот отлично видно. Вот это, она криво приклеена. И вот это тоже криво приклеено. Криво приклеено. Здесь Oclick, Gaming. Я хочу сказать о том, что эта мышь супер бюджетного сегмента. И она очень хочет быть игровой мышкой. Левая кнопка мыши и правая кнопка мыши, в принципе, не громкие. Я сейчас дам вам послушать, как они звучат. Вот я притрагиваюсь немножко. Ну, вы поняли, качество. Но здесь тоже. Как будто на пружинке. А сейчас я поднесу к микрофону. Вот такие звуки издает эта мышка. Крепление левых боковых кнопок почему-то для меня не внушает доверия, потому что когда нажимаешь на эти кнопки, они как будто на пружине. И мне кажется, они не очень долго прослужат. Но все равно дай бог, чтобы они больше
прослужили, чтобы они долго прослужили. И, кстати говоря, здесь просто огромадные щели. Здесь щели такие огромные, прям как у твоей бывшей. Хе-хе. Да, вот это шутки. Вот еще здесь щели есть. А щель это означает то, что в эти щели по-любому будет проникать что? Правильно, будет проникать грязь. А это не есть хорошо. Это даже плохо. Вот, щель здесь есть. Здесь подсветка. Но сейчас она не работает, потому что USB у меня вот здесь как бы. И вот. Здесь тоже подсветка работает. И вот этот оптический сенсор. Так он выглядит. Простовато. Кстати говоря, здесь почему-то указано CPI, а не DPI. Потом я начал узнавать, что это такое, и узнал то, что CPI и DPI это практически одинаковые системы, так сказать. То есть CPI это у нас число замеров на дюйм, а DPI это у нас число точек на дюйм. Но я как понял, CPI и DPI, в них почти никакой разницы. Просто CPI это только для оптических мышек. Могу ошибаться, проверьте, поправьте меня, если что. Не будем глубоко в эти дебри забираться. В общем, этот оптический сенсор может менять свое разрешение. Первое разрешение это у нас 800 CPI. Будем называть так, потому что кнопка здесь указана CPI. Так что будем говорить именно CPI, а не CPI. Дальше у нас идет второй уровень. Это у нас 1200 CPI. И ход между 800 и 1200 у нас составляет 400 единиц, так сказать. Между 1200 дальше идет третий уровень. Это у нас 1600 CPI. То есть тоже между 1200 и 1600 у нас тоже 400 единиц. И последний уровень это у нас четвертый. Четвертый уровень у нас содержит 2400 единиц CPI. Это у нас то есть в конечном итоге 1600 и 2400 это у нас промежуток 800 единиц. То есть прибавляется еще на 800 единиц CPI. Это 4 режима получается. И, кстати говоря, вы будете отличать их по ощущениям. Я лично чаще всего использую в играх 800 единиц CPI. Также при переключении CPI кнопкой невозможно понять, в каком состоянии она находится. Индикации таковой нет, только по личным ощущениям. Плавно переходя к подсветке, хочу сказать о том, что она светится зеленым цветом. Постоянно, даже при выключенном ПК. Подсветка сама по себе не очень яркая. Кстати говоря, программное обеспечение для этой мышки не предусмотрено. То есть его просто нет. Также, посмотрев отзывы в интернете, в том числе на Яндекс.Маркете, следует отметить то, что у этой мышки большой процент брака. У этой компьютерной мыши сенсор оптический, а не лазерный. То есть это условно-игровая мышь. Нету программного обеспечения. Также следует отметить то, что это слизанная копия A-Footage Bloody V7. Сейчас я покажу вам картинки, чтобы вы сравнили. Длина проводов 1,5 метров для некоторых людей может показаться коротким. Для меня лично это не критично. Вес этой мышки составляет 130 грамм. И это многовато. В конечном итоге хочу сказать о том, что эта компьютерная мышь хорошая за свои 600 рублей. Как игровая она не лучший вариант, как офисная просто хороший вариант. С вами был канал Mobily.s. Спасибо вам за то, что вы подписываетесь на мой канал. Также, если мы наберем на канале 100 тысяч подписчиков, то я очень сильно обрадуюсь этому моменту. Так что вот такая мышка у нас была. Всем больше денег, всем удачи и всем пока.